Так, что нам понадобится для разролевочки? Как оказалось, нужен другой вариант. Во-первых, можно первый вариант, это в Рипере. Кстати, такой, на мой взгляд, довольно самый интересный вариант, может быть, один из легких. Хотя субтитры Edition тоже не тяжело. Так, мы два раза нажали, появилась дорожка, на которую можно закинуть. Если у нас бегунок был здесь, мы нажали Home, потом Insert. Добавляем видос. Вот он добавился. Скроллером можно увеличить, уменьшить. Заходим в Extension, добавляем ноты, это у нас эти субтитры. Вилли Вонки, допустим, вот они, да. Все, тут готовые арабские субтитры. Вот. И мы тупо... Ну, вначале это просто стартовая, чтобы нулевая была. Так, вот. Это я тут экспериментировал. Теперь мы нажимаем Notes. И вот здесь... Так, регион, субтитр, по-моему, или вот это надо. Ну-ка, что-то я забыл. Без разницы, по-моему. Ну-ка, текст меняется. А, все. И здесь мы прослушиваем. Ну, по-моему, это говорит мужской голос, да? А посему просто там, допустим, Маля 1. А, да, не Маля, давай сокращенная, наверное, будет М01. Если что, сюда же можно через тире, допустим, писать. Так, а давай М01 будет вместе, вот так вот, вот. Вот. Не знаю, ТВ, если уж так интересно, что это ТВ, по ТВ какое-то дерьмо идет, да? Также М01-ТВ. А что, не поменялся, что ли? Так, это интересно. А если мы сейчас сохраним? Что у нас? Вилли. А что такие пробелы большие? Так, ну он сохранил его, да? Просто здесь почему-то не поменялось. Странно. Так, а что пробелы такие большие? Странно. Ну, это еще не не изученное поле мною. Может быть, тогда просто маркер субтитр. Давай так, наверное, ну-ка. Нет. Регион. Не могу здесь менять? Здесь менять не могу. Ну, все, и так, короче, иду. И тут это болтание этого хрена будет. Так, вот здесь давай. Где уже... Так, болтает это у нас, допустим... Как мы его назовем? Давай это также в М1 пойдет. М01. Не знаю, можно не писать ковбой. Ну, что? Ковбой. Это он же. Можно скопировать. Так, здесь-то. Ну, я решил сократить диалоги, просто посмотрел, что, блин, везде здесь базарит наш ковбой, да? Все просто везде меняем. Им почему не надо, чтобы текст был в титрах? Это чисто разролевка, потому что потом, сейчас покажу, что потом делается у этих ребят в процессе озвучки. И почему именно только по арабским титрам надо, ой, по арабским, блин, по индийским, потому что потом
они во время перевода, точнее, якобы они вот сдвигают тайминги и добавляют какие-то пропущенные фразы, что не всегда, конечно, бывает. И поэтому, например, по английским титрам заранее разролевку сделать не получается. Так. Вот телка. Телка у нас, допустим, в Фимале, да, F01. Что это у нас? Кто это у нас? Как они? Мекс. Мексиканка, наверное. Мекс. Так, для себя просто пометил, чтобы... В принципе, там, наверное, F01 можно просто обойтись. Тут у нас первая говорит You just stop in, это старуха. Давай, это будет Фимале 02. Шериф. И, я так понимаю, по машине сидит это же Мекс, да? Мекс, да. Фимале 01 Мекс. Возможно, можно, если это в отдельном окошке писать просто типа F02-Mex, да, чтобы потом скопировать. И, кстати, в отдельном документе, да, обязательно надо их же подписывать, что какие есть персонажи. Но разбить нам надо на 4 диктора. Вот. Предварительно можно фильм промоткой вот так глянуть, да? Вкратце. Посмотреть, сколько героев. Походу, Кейдж тут вообще нифига не болтает, да? Кейдж тут вообще у нас не болтает. Тут разбивка легкая. Получается, на 4 диктора даже не проблема, потому что там что у нас, несколько молодых было пацанов. Был вот этот ковбой, был еще один белобрысый ковбой. Возможно, Кейдж там пару строчек, да, ляпнет. То есть, в принципе, Кейджа пока отдельно можно, допустим, на М там 0.4, да, ставить, если где вот увидел его. А все остальные пока вот делить. М01 это тот ковбой, М02 это второй ковбой, короче. М03 это у нас один молодой, М04 второй молодой. Ну и М05, короче, тогда Кейдж, да. И где-то и М06 это, не знаю, какие-то леваки там на заднем плане что-то вякнули, пукнули там, пока их просто подставить, да. Потом вот эмочек этих и фималечек лучше придерживаться, думаю, не больше десятка в разбивке даже. Вот. И просто для себя подводить, что это в документе подписывать. Это такой-то фимали, это мали, фимали. А в итоге, когда это все будет разролевано, да, вот, что у нас делают эти дикторы? Что там, view? Открывают такой регион фигню. М01, допустим. И чё? Она не сохранилась еще, да? Ну, вот так сейчас сделаем, сейчас. Заэкспортируем, единица, да, окей, да. Допустим, это у нас уже готовый вариант, да. Мы теперь добавим эти титры сюда. Вот, теперь, короче, тут у нас М01, да, есть. Теперь они выставляют регион маркеры. И по ним здесь, вот допустим, мы им сказали, что мужской первый, я такой-то диктор, да, озвучит, 0.1 он ставит, оба, и он видит, что вот они все. Он сюда нажимает Ctrl-A, выбирает цвет, какой ему нужен, допустим, красный. И, допустим, у него там М02 еще, да, ну, у этого же диктора, просто как, подожди, а что там, какие-нибудь,
Так. Я какие-нибудь темки что, больше не ставил, да? Так, ну-ка. А, я эмки не ставил, да? А что, только Фимали? А Фималов сколько я ставил? Ф01. Мне кажется, я больше ставил, нет? Где там эта девка-то была? Блин. А, я не ставил дальше, да? Не расписывал их? Ну ладно. Ну вот он, в принципе, нужные ему цвета помечает. Ну, допустим, блин. Ну, понятно. Вот. И потом по ним идет, озвучивает. Ставит несколько дорожек. Там, допустим, у него на него 3 эмки, да, М01, М03 и М08, да, там стоят, да, допустим, он их себе цветами покрасил. Там красный, зеленый, желтый, желтый здесь не идет, ну, синий, допустим. И все, идет. Сначала типа озвучено на одной дорожке красными, красные одним голосом, потом желтый другим и, блин, желтый, синий там, да. Ну и третий там, допустим, у него там 3 только было, да. Также женские делают, раскрашивают себе и типа я разными голосами озвучивают. И это был первый метод, как можно вот в Reaper, да, менять титры, ставить, да, в процессе просмотра, да, то есть, что там у нас, нотер, и пошел-поехал менять, да. Второй вариант, открываем сие добро в этом, Subtitle Edition. Кидаем сюда титры, ну, возле титров рядом стоит видео, также называется. Либо можно видео отдельно добавлять, но неудобно, лучше пускай также называется. И здесь точно так же. Смотрим и меняем. М01. Здесь даже немножко поудобнее будет менять. М02. И пошел, короче, так по всему. И до конца дошел, да? А что тут какой-то? О, это, по-моему, это шериф. Ну, там Фимали, 01. Кто там это? Шериф, да? Да. Ну и все. И весь процесс заключается в том, что надо отсматривать все кино. Как отсматривать? Посмотрел, че фраза? Вот опять. Фимали 01. Ну, если она заранее, то есть не если, а заранее же она вот здесь есть. Там. Фимали 01- шериф. Разбивку вот эту, где будут помечены все персонажи. И желательно, не желательно, а надо, чтобы по-русски пускай будет написано, что это, например, это молодая или, вот так здесь молодые, да, там, допустим, и это будет F02, там F03, там как-то еще там, если пометка была какая телка, блондинка там, не знаю, да, там типа блонди, да, там и F05, я не знаю, F05, брюнетка, да, там, брюнетка, вот. А тут старые, ну или взрослые, кто там как хочет пишет, да. Это типа вот F01 шериф и F0, что там у нас не занято? 2, 3, 4, да? F04, там, не знаю, Old Woman, просто Old, я не знаю, старуха типа, да? Все, это у нас была разбивка на женские, да? Все, вот. И пускай вот они вот так вот, чтобы было понятно, если что, это все на одну, допустим, женскую, да? Пускай, и если особенно они не пересекаются нигде, вот F04, F01 вообще идеально будет. И тут, и тут. Ну и, в общем, там потом
посмотрим, это уже отошлем. Там разберутся, кто как. Ну, как мы им уже... Возможно, если что, просто в титрах... А нет, мы так и подпишем. Да, молодые, старые. Так, ну и также мужские. Также только М там... М, где у нас М? М01 будет у нас, там, не знаю, какой-то такой, М02 такой. Это тоже у нас, кстати, мужские. Старые. Взрослые. Ну, или можно сразу английскими там написать, там, не знаю, old, да? А эти там, не знаю, small. Молодые, типа, да? Или как там, я уже забыл, как там по-английски-то. Ну, маленькие, пускай, small, маленький. Молодые, не помню, как там, короче. И все, и тоже там М05, М08, там, вот в таком порядке, да? И все, и вот мы здесь это все про... Вот, окей, какой-то М0, там, 3, не знаю, борода, да, там, не знаю, очки. Можно, блин, тут, наверное, не знаю, по-русски, наверное, не надо именно русскими буквами. Можно транскрипт писать, типа, так английскими, а то это потом пойдет не в нашу страну, чтобы они, у них там не было глюков с отображением. Английские буквы везде отображаются. Да. И это опять вот борода там, короче. И все. Сохранил потом. И все. И енту добро у нас все здесь сохранилось. Что там за тайминг-то? 54:39. Где он? Где ты, блин? Вот. Все нормально, никаких битых таймов нету. А то тут что-то он какие-то пробелы делает, Риппер. Хотя не везде, вот здесь нормально. Но это там, видать, лишние 2 энтера было, и, видать, он это оставил. Ну и последний вариант, самый такой сложный и противный, это открывать видео в одном окне, субтитры в другом, и еще в третьем стоит где-то там файлик вот с этими, с разбивками. Все щелкаешь по титрам, тоже естественно, вот. Ну, начало уже проставлено, вот 01:30, да? Ну там тоже этот телевизор болтает, я уже помню это, блин. Ну, вот, окей, шмакей, все, и точно так же, только вот тут можно нечаянно схавануть, лишнего удалить, стереть и пробелы все убрать как-нибудь, чтобы потом субтитры нечаянно цифры цепануть. Ну, то этот вариант самый убогий, короче, самый, где можно накосячить. И все, и что там, ну, вот так. Все, потом просто файл сохранить, и он сохраняет. И кажется, все.